Всем привет! Это обзор мультиметра Fluke 28.2. Храню я его вот в таком чехле мягком. Это мягкий чехол, он такой очень классный. Если кому интересно, кому хочется такой чехол приобрести, ссылку я оставлю в описании. Покупал я его на AliExpress. Значит, так как покупал я этот мультиметр не новым, покупал я его на вторичном рынке, то комплектация была самая простая. Мультиметр и два щупа. Вот эти крокодилы, это крокодилы Fluke AC175, я уже покупал отдельно. Также я покупал вот такие иголочки. Тоже очень удобные иголочки, если ковыряться где-то в каких-то SMD компонентах, очень удобно. Щупы здесь очень хорошие, это, можно сказать, топовые щупы. Это щупы Fluke TL175. Это щупы с силиконовыми проводами. Особенность этих щупов, что они не имеют защитного колпачка, как имеют большинство щупов. Но здесь даже вот написано в окошечке категория 2000 вольт. Но если щуп повернуть, то из щупа выдвигается защитный кожух. И здесь уже в окошечке написано категория 3000 вольт и категория 4600 вольт. Ну, если в обратную сторону повернуть, то чехол убирается. Вот такие вот прикольные, классные щупы. Итак, Fluke 28 – это промышленный TrueRMS мультиметр. И это такой действительно настоящий, классный, серьезный мультиметр. Ну и, естественно, он довольно дорогой. Ну и немного о характеристиках прибора. Постараюсь не утомлять вас длинными рассказами. На самом деле, эта инструкция – это не китайский мультиметр. Эта инструкция доступна в интернете, на многих сайтах. В том числе на русском языке она есть, вы можете скачать ее полностью, прочитать, хотя у нее довольно много, 54 страницы, то есть вы можете все это скачать и прочитать. Итак, ну как я уже сказал, это TrueRMS мультиметр. Кстати, если вам интересно, почему я говорю именно TrueRMS мультиметр, почему я не говорю мультиметр с функцией TrueRMS или мультиметр, измеряющий TrueRMS, то вы можете посмотреть вот это видео. Там подробно объясняется, почему правильно называть именно TrueRMS мультиметр, почему неправильно говорить там мультиметр с функцией TrueRMS или измерение TrueRMS, ну и так далее. Очень полезное видео, поэтому посмотрите. Итак, данный мультиметр имеет 6000 отчетов, обновление 4 раза в секунду. Но также в этой модели есть специальный режим высокого разрешения, и в этом режиме 19999 отчетов. Также в этом мультиметре есть бар-граф, это аналоговая шкала, и она содержит 33 сегмента, и обновляется она 40 раз в секунду. То есть в 10 раз быстрее, чем цифры на экране. Интересная особенность этого мультиметра, он может работать при температурах от минус 15 до плюс 55. А также может работать при температурах минус 40 градусов до 20 минут. Это такая интересная особенность. А то некоторые пишут в комментариях: да, эти ваши цифровые мультиметры только на мороз вынес, сразу выключился. Ничего подобного, вот. Нужно просто правильный мультиметр покупать, и ничего у вас выключаться не будет. Время действия батареи 800 часов без подсветки. Ну и основные погрешности мультиметра. Значит, напряжение переменного тока, основная базовая погрешность 0,7%. Это на низких частотах от 45 до 65 Гц. При повышении частоты погрешность увеличивается, и на частоте 20 кГц погрешность уже 2%. При измерении постоянного напряжения погрешность 0,5%, а при измерении милливольтов 0,1%. Измерение сопротивления, погрешность 0,2%. Это тоже очень хорошо, потому что обычных вот таких вот мультиметров обычно 0,5%. Значит, на диапазоне 50 мегаом 1%. Измерение температуры, погрешность 1%. Измерять может от минус 200 градусов до 1090 градусов. Измерение переменного тока, погрешность 1%. Измерение постоянного тока, погрешность 0,2%. Это тоже очень хороший результат. Ну и измерение емкости, погрешность 1%. Что очень хорошо, потому что обычно погрешность у обычных мультиметров 3-4%, то есть довольно большая погрешность. Также здесь вот есть интересная таблица. Я не буду ее подробно рассказывать, но здесь указаны входные и выходные характеристики данного прибора. То есть входное сопротивление, входная емкость, выходные характеристики, какое напряжение, в каких диапазонах, какой ток, например, в режиме измерения сопротивления, на каких диапазонах. Все это здесь подробно
написано. Так что, как я сказал, если хотите, можете скачать инструкцию и прочитать. Это типичный мультиметр Fluke, серый пластик, желтый чехол. Мультиметр имеет все основные измерители: переменное, постоянное напряжение, милливольты, измерение сопротивления, емкости, прозвонка, проверка диодов, измерение токов, амперы, миллиамперы, даже микроамперы есть. То есть такой универсальный прибор, который подходит не только электрикам, не только каким-то монтерам, но в принципе и радиолюбителям, электронщикам он тоже подойдет, потому что все стандартные измерители в нем присутствуют. Да, кто-то скажет, что неудобно, что здесь по умолчанию включается переменный ток, а не постоянный. Ну да, есть такая особенность, потому что этот мультиметр все-таки промышленный и больше ориентирован на электриков и специалистов по обслуживанию промышленного оборудования. Это небольшая проблема. Некоторые почему-то в обзорах очень жалуются, что ай-яй-яй, почему Fluke так сделали. Ну, по-моему, несложно привыкнуть, что нажимать вот эту кнопку, это нормально. На корпусе написано категория 3000 вольт и категория 4600 вольт. И этому можно доверять. Также здесь вот написано IP67, то есть это пылевлагозащищенный мультиметр. И это классно. Чехол не вполне обычный, это не резиновый чехол, не силиконовый чехол, как некоторые в обзорах называют. Это какой-то такой пластик, резиноподобный пластик, он довольно жесткий. Также у него очень такая нескользкая поверхность, это очень удобно, потому что он не выскальзывает из рук. Значит, здесь есть стандартное крепление для такого вот универсального подвеса. Он просто застегивается, и можно его подвесить либо на магнит, либо на крючок. Такой вот очень крепко. Также это достаточно легко отстегивается. Из таких, ну, скорее это не особенность, это вообще-то норма, но почему-то китайцы так делать не умеют или не всегда умеют. Например, крепление для щупов, если их вставить сюда как положено, вот, щупы вставлены на своих местах, и наконечники щупов не торчат из своих мест. Они полностью скрыты и ни за что не цепляются. То есть вы можете положить этот мультиметр в сумку, там где-то какой-то инструмент, и наконечники щупов ничего не повредят. Ну и сами тоже ни обо что не повредятся. Но почему-то вот на китайских мультиметрах чаще всего, может не на всех, конечно, но я встречал, что очень часто они просто торчат. И почему китайцы не могут сделать правильной длины, я не понимаю. Ну вот у Fluke с этим все в порядке. Подставка — это просто пластиковая подставка, обычная. Ну, обычная, да не совсем обычная. Вот здесь вот есть такая окантовка, и может показаться, что это пластиковая окантовка. На самом деле вот эта часть, она сделана из того же самого мягкого пластика, что и вот чехол. Сделано для того, чтобы подставка не скользила. Также, не знаю, как показать, на чехле сделана такая, не знаю, как назвать ее, пятка, назовем ее так, опора плоская, чтобы мультиметр, когда его ставишь на стол, он не качался. И он действительно устойчив, то есть можно спокойно нажимать кнопки, мультиметр никуда не сдвигается, не падает. Также можно отлично переключается, ничего не падает. Даже в таком положении можно достаточно легко, даже одной рукой, втыкать щупы и даже вынимать. Ну и переключатель, обычно все хвалят переключатель в мультиметрах Fluke. Переключатель действительно отличный, работает шикарно. Никаких заеданий, никаких промежуточных значений, все отлично. Кнопки здесь сделаны такие весьма традиционные, такие же, как на пультах. Их еще называют вечные кнопки, потому что они практически не ломаются. А если ломаются, то через очень-очень-очень-очень много нажатий. И это правильно, потому что на некоторых китайских мультиметрах зачем-то китайцы ставят микропереключатели, которые обычно через год окисляются контакты у них, и они начинают глючить. То сработает, то не сработает. А вот эти кнопки работают годами в пультах, и все с ними отлично. Поэтому это очень хорошее решение сделать именно вот такие кнопки. Дисплей имеет защитное стекло, и это прям вот настоящее защитное стекло, то есть это такой
твердый пластик, который не продавливается. Это вот прям классная такая защита, сделанная правильно, так как и должно быть. Это не просто как на некоторых мультиметрах такая пленочка наклеена декоративная, которая, если придавить хорошо, то экрану конец приходит. В этом мультиметре очень необычно сделаны кнопки. Ну, хотя вроде на первый взгляд обычные кнопки черной краской написаны надписи. Но если выключить освещение, то оказывается, что эти кнопки светятся в темноте. Хотя может показаться, кому нужна такая функция и зачем вообще детский сад. Но на самом деле это очень интересная функция и очень полезная. Потому что если какой-то техник или электрик, где-то вот что-то случилось, вырубилось оборудование, какое-то электричество, и он бежит в какой-то цех или в какое-то помещение по улице, на кнопке светит солнце, они заряжаются, вот это вот флуоресцентный состав, из которого они сделаны, он вбегает в темное помещение, а кнопки светятся, и он их видит, чтобы можно было их включить, например, ту же подсветку включить, какую-то функцию включить. Так что такое очень интересное решение. Ну и раз уж я показываю, как светятся кнопки, покажу и как работает подсветка. На самом деле подсветка в этом мультиметре, она довольно тусклая. Если вот сейчас при ярком освещении включить, вот сейчас первый уровень подсветки, вот сейчас максимальный уровень подсветки. И на самом деле на камеру ничего, да и глазами, собственно, ничего не видно. И может показаться, такая тусклая подсветка. Что это в Fluke не могут сделать яркую подсветку? Вон китайские мультиметры какую яркую подсветку делают. Но на самом деле это очень правильно сделано. Человеческое зрение так устроено, что если в темноте или при слабом освещении мы смотрим на яркий источник света, то после этого примерно полминуты мы плохо видим. Потому что, когда мы смотрим на яркий источник света, зрачок сужается, а на сетчатке остается темное пятно в форме источника света, так называемый послеобраз. Именно поэтому Fluke делают тусклую подсветку. Ну и сейчас я покажу, как эта подсветка выглядит, скажем так, в темноте. Сейчас не полная темнота будет, но будет довольно темно. Так выглядит первый уровень подсветки, и вы можете видеть на камеру, что он уже довольно-таки яркий. А так выглядит максимальная подсветка. И на самом деле в темноте видно все очень хорошо. Да, действительно, эту подсветку не видно при ярком свете, ее не видно на солнце, но в темноте дисплей все четко, все хорошо видно. И он не слепит. То есть, если посмотреть на дисплей, а потом в темный угол комнаты, то все прекрасно видно в этом темном углу комнаты. То есть это подсветка правильная, и яркость этой подсветки правильная, она такая и должна быть. В общем, подсветка должна быть не яркая. На самом деле в промышленных мультиметрах, практически, не знаю, очень многих брендов я смотрел, подсветка не яркая. В этом обзоре я не буду проверять точность данного мультиметра, потому что он обладает достаточно высокой точностью, и для его проверки реально нужен калибратор. Но у меня его, естественно, нету. Но я все-таки покажу, насколько быстро он измеряет разные величины. И сначала покажу, насколько быстро он измеряет напряжение, чтобы вы имели представление, чтобы могли сравнить, например, с тем мультиметром, который у вас есть. Итак, первый режим здесь это измерение переменного напряжения. Я не буду заморачиваться с генератором, просто измерим напряжение в розетке. Довольно быстро. Около 1,5-2 секунд измеряет. Это очень хороший результат. Да, около 2 секунд, даже чуть меньше. В этом режиме также есть фильтр низких частот, но его работу я покажу чуть позже, когда подключу генератор. Измерение постоянного напряжения я покажу на примере вот этих батареек. Здесь 3 последовательно подключенные батарейки. Итак, очень быстро реагирует, секунда или даже меньше. По-моему, отличный результат. Сейчас этот прибор работает в режиме 6000 отчетов. Это 3,5 разряда. То есть после запятой только 3 знака может быть максимум. Если измерить, например, одну батарейку, 1,342 вольта. Но если переключить прибор в режим высокого разрешения, это делается нажатием и удержанием кнопки подсветки, то прибор уже показывает 4 знака после запятой. Это 19999 отсчетов или 4,5 разряда. Если в этом режиме поменять щупы местами,
то можно таким образом проверить, насколько точно работает ваш мультиметр, насколько действительно честные 20 тысяч отчетов у вас в мультиметре. И можно заметить, что мой мультиметр показывает абсолютно одинаковые значения, независимо от того, как подключены щупы. Конечно, это не научный метод, это скорее такой народный, и он ничего, собственно, не доказывает. Но зато с помощью такого метода можно проверить в домашних условиях, действительно ли ваш мультиметр обладает высоким разрешением. Если у вас есть мультиметр на 20 или 30 или 40 тысяч отсчетов, то вы можете таким вот образом с помощью обычной батарейки, просто меняя полярность щупов, проверить, действительно ли у вас честное это высокое разрешение, действительно ли там есть 4 знака после запятой, или же китайцы просто добавили еще одну ничего не значащую цифру на дисплей вашего прибора. Ну, как я уже сказал, это не научный метод, поэтому не стоит ему сильно доверять. Дальше режим милливольты. Ну, я не буду показывать вам, как измеряет милливольты, но покажу немного другое. В этом режиме этот прибор может измерять температуру, и при нажатии этой кнопки можно подключить термопару. А как вы заметили, что если не подключена термопара, прибор показывает, что open, открыто, то есть цепь разомкнута. И это хорошо, потому что если у вас по каким-то причинам повреждена термопара, то данный прибор это покажет. Он покажет, что цепь разомкнута, то есть термопара повреждена. А китайский мультиметр, он всегда показывает какую-то температуру, даже если термопара повреждена. И если подключить термопару, то показывает температуру. Да, у меня сейчас в комнате довольно жарко. Ну и если дотронуться до термопары, температура поднимается. Да, я еще живой. Следующий режим – это режим измерения сопротивлением. Ну, я тоже покажу скорость измерения. Это тоже очень интересный на самом деле параметр. Чтобы вам было интереснее, смотрите, вот здесь вот есть цифра 60. Это индикатор диапазонов, который сейчас выбран. То есть 60 мегаом. И посмотрите, насколько быстро этот мультиметр переключает диапазоны. Да, сопротивление 1 килоом. Я еще раз покажу. Практически 1 секунда нужна, чтобы измерить сопротивление. Я специально взял резистор с сопротивлением 1 килоом, потому что нужно почти все диапазоны нужно мультиметру перебрать, чтобы измерить этот резистор. Очень быстро, всего лишь 1 секунда. Ну, еще я покажу, как измеряет сопротивление в режиме высокого разрешения. Режим высокого разрешения доступен во всех режимах, кроме измерения емкости и измерения частоты. Так что в режиме измерения сопротивления тоже. Вот, пожалуйста, 1 килоом. Ух ты, какой точный резистор. На самом деле я этот резистор специально для обзора, я его подбирал из нескольких десятков резисторов, чтобы красиво выглядело на экране цифры. И как вы можете видеть, в режиме высокого разрешения это 4 знака после запятой. А также в этом режиме есть измерение емкости. Тоже это конденсатор на 1000 микрофарад. Вполне обычный себе конденсатор. Данный мультиметр может измерять емкость до 10 тысяч микрофарад. Так что для него это легко. Но тоже посмотрим на скорость, какой он будет измерять. Практически за 2 секунды он измерил конденсатор емкостью 1000 микрофарад. Ну, давайте еще раз посмотрим. 2 секунды. Ну, может, 2,5. Отличный результат. Также в этом режиме есть и звуковая прозвонка. Это для многих очень важный параметр, так что давайте ее посмотрим. Ну, сначала нужно отключить. Звуковая прозвонка включается отдельной кнопкой, и никаких пропусков. Еще делают такой тест, что кладут один щуп на другой. Насколько хороший контакт. Ну, вроде как контакт хороший. Еще одна интересная особенность режима именно вот звуковой прозвонки в этом мультиметре, что здесь, в этом режиме, также работает и переключатель диапазонов. То есть сейчас находится в ручном режиме и в самом младшем диапазоне 600 Ом, но можно и переключать.
то есть 6 кОм. И что интересно, в каждом диапазоне сопротивление, при котором срабатывает звуковой сигнал, разное. Чем больше диапазон, тем выше сопротивление, при котором срабатывает звуковой сигнал. То есть это вот самый младший, ну, если вот так сделать, то самый младший диапазон, то есть это тот же самый резистор 1 кОм, если вот просто, то есть невозможно. Но если переключиться на диапазон 6 кОм, то уже можно измерить сопротивление, но звукового сигнала нет. Если переключиться на 60 кОм, то уже есть звуковой сигнал. То есть такая интересная функция. Не знаю, специально это задумывали или так получилось, но в инструкции про это ничего не сказано. Но вот в режиме прозвонки можно выбирать диапазоны, и звуковой сигнал не всегда срабатывает при нулевом значении сопротивления. Как бы момент срабатывания звукового сигнала зависит от диапазона. Следующий режим — это проверка диодов. Ну, простые диоды я не вижу смысла проверять этот прибор, хотя нет, я все-таки вам покажу. Есть у этого прибора одна интересная фишка. Это какой-то кремниевый диод, не знаю, ну, неважно. Для демонстрации неважно. При проверке диодов, если диод исправен, если он показывает падение напряжения как исправный диод, а это где-то около полвольта, то мультиметр подает короткий звуковой сигнал. Ну, соответственно, если будет пробит диод, то будет длинный сигнал. Это как бы понятно. Это вот в режиме проверки диодов. Такая вот интересная особенность у этого прибора. Кстати, очень удобно. Можно проверять полупроводниковые приборы, не глядя. То есть не надо смотреть на дисплей. То есть ты проверяешь и по сигналам слышишь, пробито, не пробито, или обрыв, например, и ничего, вообще никакого звука нет. А также покажу светодиоды. Я не буду проверять все всякие разные светодиоды. Покажу на 3 светодиодах. Это белый светодиод. Ну, постараюсь так, чтобы было видно. Надеюсь, видно. Хотя на дисплее никакой информации не отображается, но диод он слегка засвечивает. Это синий светодиод. То же самое. Тоже на дисплее ничего. Но если взять красный светодиод, то он показывает падение напряжения, но на самом деле диод светится не намного ярче. А все потому, что ток, при котором измеряет этот прибор, довольно низкий. Всего, я даже могу показать, какой ток, при котором этот прибор измеряет падение напряжения на диодах. 1 миллиампер. Ну, естественно, это ток короткого замыкания. При подключении какой-то радиодетали ток будет меньше. При коротком замыкании ток 1 миллиампер. Следующие режимы — это режимы измерения токов, больших, средних и малых токов. Я не буду показывать вам, как этот прибор измеряет миллиамперы. Ну, в этом нет ничего интересного, потому что он измеряет. И измерять он может на самом деле очень долго. Потому что если посмотреть инструкцию, так, постоянный ток, значит, в режиме миллиамперов, вот здесь вот в режиме миллиамперов он может измерять до 400 миллиампер постоянно, ну, то есть пока батарейки не сядут. 600 миллиампер может измерять максимум в течение 18 часов. Ток до 10 ампер он может измерять постоянно вплоть до 35 градусов. То есть как только нагреется внутри мультиметр до 35 градусов, то нужно давать ему 20 минут перерыв. Если он не нагреется, то в принципе можно и не давать ему перерыв на остывание. Также может измерять ток до 20 ампер, но только 30 секунд, не больше. Но это уже связано не с самим мультиметром, а предохранитель, который здесь стоит, он не может большие токи выдерживать больше 30 секунд. Поэтому просто предохранитель расплавится. Но все-таки в режиме измерения миллиамперов есть интересная функция. Об этом тоже ничего не написано в инструкции, но почему-то вот именно в этом положении переключателя и когда выбран переменный ток, на щупах для измерения напряжения присутствует минус 2,5 вольта. Причем, если переключить на микроамперы, напряжение пропадает. Если включить постоянный ток, напряжение тоже пропадает.
Я сначала думал, что это какой-то глюк, что-то там неправильно сделали инженеры, но посмотрел схему мультиметра, и там сделан специальный контакт на переключателе, чтобы вот в режиме миллиамперов подводить к терминалу для измерения напряжения, подводить вот эти вот 2,5, минус 2,5 вольта. Для чего это сделано, я, честно говоря, не знаю. В инструкции про это ничего не сказано. Это были основные функции данного мультиметра, но у этого мультиметра еще много дополнительных функций. И сейчас я покажу функцию измерения частоты. На самом деле частоту здесь можно измерять почти на всех режимах измерения. Можно в режиме переменного напряжения, постоянного напряжения, в режиме милливольтов постоянного напряжения, в режиме измерения токов и даже в режиме измерения сопротивления. Я это сегодня покажу. Ну, сначала давайте посмотрим обычный режим измерения частоты. Просто подключаю генератор. Итак, на генераторе у меня амплитуда 5 вольт, сигнал прямоугольный, частота 1 кГц. Ну, я не знаю, я попробую показать. Значит, включается режим отдельной кнопкой, где написано герцы и проценты, и сразу же мы видим частоту. Ну и сразу я не буду по 1 герцу добавлять, сразу посмотрим 11 кГц. Дальше сразу переключимся 111 кГц. Ну и давайте сразу попробуем мегагерц. А вот мегагерц уже не может данный мультиметр. Поэтому снижаемся на один разряд. 111 кГц, 211 кГц, 311 кГц, 411, 511, 611, 711 кГц. И все, уже 0. А на генераторе у меня сейчас 811 кГц. В инструкции написано, что этот мультиметр может измерять частоту где-то до 200 кГц. Так что, по-моему, неплохой результат. Мы добрались, вот я вернул на одну ступень, 711 кГц. Я установил частоту 4032 Гц, то есть 4 кГц и 32 Гц. И сейчас я хочу сделать, то есть сейчас у меня как бы нормальный, правильный переменный сигнал, выглядит вот так вот. А я хочу его сместить, добавить положительное постоянное смещение в этот переменный сигнал и сделать смещение 10 вольт плюс 10 вольт. То есть сейчас переменный сигнал не переходит через 0. И мы видим, что даже такой сигнал с положительным смещением данный мультиметр прекрасно измеряет. Почему я вам это показываю? Потому что вот такие дешевые мультиметры такого не могут. И давайте я вам покажу. Значит, вот мультиметр, подключаем его туда же. Как-то так, чтобы не выскочили щупы. И показывает 0. Но чтобы показать вам, что это не из-за подключения, я уберу положительное смещение. И вот сейчас смещение 0, и теперь этот мультиметр показывает частоту, которую я установил на генераторе. Почему-то он показывает на 1 Гц меньше, не знаю почему. Если же добавить смещение, то есть вот плюс 1 вольт, все нормально. Плюс 2 вольта, пока все нормально, а нет, вот уже все. То есть даже небольшое смещение положительное, всего лишь плюс 2 вольта, ну и прибор уже не показывает. Вот смещение 10 вольт, а этот мультиметр все прекрасно показывает. Ну и теперь я покажу, как этот прибор измеряет частоту в режиме измерения сопротивления, хотя в инструкции об этом тоже ничего не сказано. Интересной особенностью измерения частоты в режиме сопротивления является то, что данный мультиметр измеряет не входящий сигнал с какого-то генератора, ну или с какой-то схемы, а он измеряет количество замыканий щупов в режиме измерения сопротивления. Ну и чтобы вам продемонстрировать, мне понадобится транзистор. Это MOSFET, его нужно подключить. Все. А теперь можно переключиться в режим измерения частоты. И ничего. Здесь нужно выбрать правильный диапазон. Это, я не знаю, какой диапазон сейчас, но вот он правильный. И можно видеть, что частота именно такая, как я установил. То есть 4032 Гц. То есть 4 кГц и 32 Гц. Я могу изменить частоту, чтобы вы поняли, что он действительно измеряет количество переключений вот этого MOSFET. Давайте попробую изменить частоту и посмотрим, будет ли меняться частота. Ну, например, выставлю 4132 Гц. Могу убрать 32 Гц.
Вот ровно 4,1 кГц. 4,3 кГц. То есть данный мультиметр измеряет частоту закрывания и открывания вот этого мосфета в режиме измерения сопротивления. И об этом, как я сказал, уже нет, ничего в инструкции не написано. То есть это такая недокументированная функция, видимо. Не знаю, рассчитывали производители на это или нет, но вот этот мультиметр так может. Для меня это было очень удивительно, когда я случайно обнаружил эту функцию. Ну и пока здесь стоит генератор, я покажу, как работает функция фильтра низких частот. Сейчас генератор подключен, на генераторе синусоидальный сигнал, амплитуда, неважно, в общем, действующее значение этого сигнала 5 вольт, а частота этого сигнала 4 кГц ровно. Заполнение, естественно, 50%, потому что это синусоида. И сейчас фильтр отключен. Фильтр в этом мультиметре, он срезает все, что выше 1 кГц. И если нажать фильтр, то мы видим, что все пошло на убыль, и какие-то десятки милливольт всего лишь показывает. Если отключить фильтр, то все нормально, 5 вольт показывает. Теперь давайте я частоту сделаю поменьше. 1 кГц ровно, и посмотрим, сильно ли влияет фильтр на 1 кГц. Да, он срезает, а явно и 1 кГц тоже срезает. Значит, меньше нужно. Давайте посмотрим, с какой частоты будет более-менее нормальный сигнал. Так, это уже 600 Гц, 500 Гц, 400 Гц, 300, 200 Гц. Будем считать где-то с 300-400 Гц. Этот фильтр срезает, то есть при включении этого фильтра этим мультиметром можно измерять только низкие частоты. По сути, там 50-100 Гц. Более высокие частоты он уже измерять не может. Следующая дополнительная функция – это функция регистрации минимальных и максимальных значений. Вроде как на многих мультиметрах китайских это есть, но здесь эта функция реализована несколько по-особенному. Но сначала я хочу показать, как работает бар-граф. Сейчас амплитуда не очень большая, всего 3 вольта. Я увеличу амплитуду до 10 вольт. И вот сейчас видно, что бар-граф очень плавно показывает изменения напряжения. Это очень полезная функция, когда нужно отслеживать какие-то меняющиеся сигналы. И если они быстро меняются, то цифры могут не успевать и изменяться, потому что они всего 4 раза в секунду меняются, а бар-граф 40 раз в секунду обновляется. Бар-граф работает во всех режимах, кроме измерения емкости, частоты и измерения температуры. Во всех остальных режимах бар-граф работает. Значит, функцию регистрации минимальных и максимальных значений я буду показывать вам вот на примере такого напряжения. Вы, возможно, вспомните эту картинку, она уже была в одном из моих видео. Значит, на вход мультиметра подается переменное напряжение с амплитудой, или по-русски с размахом 3 вольта. Но это напряжение, оно имеет смещение плюс 10 вольт. То есть, по сути, мультиметр это напряжение воспринимает как постоянное напряжение, но которое колеблется от 8,5 вольт до 11,5 вольт с частотой 4 Гц. А форма сигнала синусоидальная. В принципе, уже видно, что показывает мультиметр, но эти показания можно зарегистрировать, потому что меняться они могут и значительно быстрее, что будет не видно на дисплее. Достаточно просто нажать кнопку, и показания зарегистрированы. То есть мультиметр подтвердил регистрацию короткими сигналами. Для того, чтобы посмотреть, какие показания были зарегистрированы, нужно нажать ту же самую кнопку. То есть это максимальное значение, которое было зарегистрировано, 11,1 вольта. Это минимальное значение 9,1 вольта, а это среднее значение 10,1 вольта. Но вы скажете, а почему так? Тут же написано 8,5 вольт и 11,5 вольт. Потому что данная функция регистрации минимальных и максимальных значений, она регистрирует среднее значение напряжения. Но в этом мультиметре есть и дополнительная функция, которая уже регистрирует пиковые значения минимального и максимального значения. И включается она кнопкой прозвонки. То есть нажимаем еще одну кнопку. Здесь на дисплее появился дополнительный знак, что это пиковое значение максимального и минимального. И вот мы видим, что показывает
максимальное значение 11,6, ну, почти 0,7. Здесь у нас должно быть 11,5. Ну, на самом деле генератор у меня не супер точный, поэтому там действительно может быть такое напряжение. А чтобы посмотреть минимальное значение, вот минимальное значение 8,6. Здесь 8,5. То есть этот мультиметр может в режиме регистрации минимального и максимального значения даже пиковые значения зарегистрировать. Следующая функция – это функция относительных измерений. Включается она кнопкой REL, и здесь есть треугольник. Ну или точнее это буква дельта. Сейчас переменное напряжение 5 вольт, а с генератора подается 50 Гц. И если нажать эту кнопку, то на дисплее появляются нули. Но интересно, что бар-граф продолжает показывать 5 вольт. Бар-граф здесь не всегда работает синхронно с цифровым дисплеем. Теперь, если изменить напряжение, ну, например, убавить напряжение, то видно, что мультиметр показывает отрицательные значения. Но видите, что бар-граф как бы показывает правильное напряжение, которое сейчас есть. Точно так же, если увеличивать напряжение, то напряжение увеличивается. Также эта функция полезна при измерении сопротивления. Если нужно измерить очень низкое сопротивление, то можно замкнуть щупы, нажать и теперь 0. То же самое эта функция работает и в режиме измерения емкости. Еще одна очень интересная функция – это функция AutoHold. Здесь она отдельная кнопка. Ну, вроде на всех мультиметрах есть кнопка Hold, но здесь она немного необычная. То есть вот если ее нажать, вроде бы значения заморозились. Но сейчас я вам покажу один трюк. Эта функция предназначена для случаев, когда вы не можете смотреть на экран, и у вас заняты руки, нет возможности нажать на кнопку Hold на мультиметре. Давайте так вот сымитируем, как будто у нас нет возможности ни посмотреть на экран, ни нажать кнопку Hold. Если помните, у меня на генераторе сейчас переменное напряжение 50 Гц и действующее значение этого напряжения 5 вольт. И вот давайте попробуем измерить. То есть мы не можем видеть дисплей и не можем нажать на кнопки. Мультиметр пикнул, это значит, он зарегистрировал какое-то значение. И вот, пожалуйста, 5 вольт. То есть для того, чтобы произвести какое-то измерение в сложных условиях, может быть, в сложном положении, там где-то вверх ногами вы висите, и вам нужно измерить, и невозможно держать в одной руке мультиметр там, или где-то его даже закрепить, то вы можете вот при помощи этой функции вот так вот интересно измерять. Интересно, что эта функция не останавливает работу бар-графа, то есть он показывает то, что на щупах реально. То есть если вот сейчас прикоснуться, он показывает напряжение. Функция эта устроена очень интересно, то есть она не любые показания регистрирует. Показания должны стабилизироваться, и тогда регистрирует мультиметр эти показания. И это еще не все функции, которые есть у этого мультиметра. Есть еще функции, у которых есть общее название. Функции, активируемые при включении. Чтобы включить одну из этих функций, нужно нажать одну из кнопок на мультиметре, выключенном мультиметре, и включить мультиметр. Если нажать и удерживать кнопку Hold и включить мультиметр, то мы видим, что активируются все сегменты дисплея. И таким образом можно проверить, работают ли эти сегменты дисплея. Если нажать и удерживать желтую кнопку, то появляется надпись P-Off. Эта функция отключает автоматическое выключение мультиметра. В обычном режиме этот мультиметр отключается через 30 минут. Если нажать и удерживать кнопку подсветки, то, соответственно, отключается автоотключение подсветки. L-Off. В обычном режиме подсветка будет работать 2 минуты, потом автоматически отключится. Если нажать кнопку прозвонки и включить мультиметр, то отключатся все звуковые сигналы мультиметра. Ну, то есть мультиметр больше не будет пищать ни при прозвонке, ни при нажатии каких-либо кнопок. Если нажать кнопку Min-Max и включить мультиметр, то мультиметр переходит в режим калибровки. И, наверное, это единственная функция, абсолютно бесполезная для обычного пользователя. Если нажать и удерживать кнопку Герцы и включить мультиметр, то включится режим высокого входного сопротивления для режима милливольтов. И я вам покажу, как это работает. Если в обычном режиме измерить сопротивление, входное сопротивление прибора, то оно вот такое, то есть где-то около 10 мегаом. Но если нажать кнопку Герцы и включить мультиметр, то видим, что High 2 написано, и
в режиме измерения вольтов 11 мегаом, а вот в режиме измерения милливольт показывает перегрузку. Это значит, что сопротивление более 40 мегаом. На самом деле я не знаю точно, сколько здесь сейчас сопротивление этого прибора, в инструкции об этом ничего не сказано. Если нажать кнопку Range и включить мультиметр, то включается режим сглаживания. И сейчас одновременно вы видите два изображения. На левом изображении у мультиметра выключен режим сглаживания, на правом изображении режим сглаживания включен. И можно видеть, что на левом изображении цифры переключаются более хаотично. То есть может включиться 0 вольт, потом сразу 6 вольт, потом снова 1 вольт, потом снова 3 вольта, 6, 5. То есть достаточно хаотично они переключаются. Но на правом изображении цифры переключаются достаточно плавно. И последняя функция, активируемая при включении, это функция масштабирования барграфа. Для ее включения нужно нажать кнопку Rel и включить мультиметр. Я покажу, как пользоваться этой функцией на примере все того же генератора. Для того, чтобы воспользоваться этой функцией, нужно замкнуть щупы и еще раз нажать кнопку Rel. Теперь барграф работает не совсем в обычном режиме. Я сейчас покажу. На генераторе у меня сейчас положительное смещение 0,1 вольта. И если регулировать смещение, то видно, что барграф стал намного чувствительнее, примерно в 10 раз более чувствительным. Таким образом можно регулировать, например, устанавливать какое-то нулевое значение напряжения или какого-то сигнала. Если превышен диапазон, то можно 2 раза нажать и заново переключать. Эта функция в мультиметре помогает выполнить настройку нулевых и пиковых значений, если где-то это требуется. Ну и еще пару функций, о которых я забыл упомянуть. В этом мультиметре можно, не разбирая мультиметр, проверить исправность предохранителей. Для этого нужно включить режим измерения сопротивления и красным щупом коснуться клемм измерения тока. Для клеммы измерения больших токов сопротивление должно быть менее чем пол ома. Для измерения малых токов сопротивление должно быть 1 кОм ровно. Не все мультиметры имеют такую возможность. Хотя я знаю, что некоторые мультиметры даже автоматически определяют и на дисплее показывают, что неисправен предохранитель. Но в этом мультиметре можно таким вот образом проверить исправность предохранителей. Также здесь есть функция, защищающая от неправильного подключения проводов. Если, например, в любом положении переключателя, кроме измерения токов, воткнуть щупы в гнездо для измерения токов, то мультиметр начинает пищать и показывать, что провода измерительные как-то неправильно подключены. Это работает для обоих клемм измерения тока. Ну и в конце обзора давайте посмотрим, сколько потребляет данный мультиметр. Так как он питается от 3 пальчиковых батареек, напряжение 4,5 вольта. Этот показывает текущий ток, этот показывает напряжение питания. Мультиметр включился, и получается, что в режиме измерения переменного напряжения почти 2 мА. Не очень много. В режиме постоянного напряжения 1,6 мА. Если подключить напряжение 5 вольт, практически ничего не меняется. То есть это никак особо не влияет на потребляемый ток. Если включить режим высокого разрешения, ток подпрыгнул, потому что во время включения также подсветка включается. Режим высокого разрешения включен, потребление такое же, никак не влияет. Следующий режим милливольтов, примерно такой же, тоже 1,6 мА. В режиме измерения сопротивления 2 мА. И сейчас попробуем, что будет, если замкнуть щупы. Поднимается ток потребления до 3,7 мА. Если включить режим прозвонки, ток поднялся, но при замыкании щупов ток становится около 66 мА. Если включить подсветку, это первый уровень подсветки 14 мА, максимальный уровень подсветки 33 мА. В режиме проверки диодов, пожалуй, самый большой ток потребляет 5,4 мА. Если замкнуть, там 67, тоже потому что пищалка пищит. В режиме измерения токов 1,8 мА. Микроамперы, примерно то же самое. То есть вполне можно доверять тому, что в инструкции написано, что этот мультиметр может проработать 800 часов.
Так, а сейчас давайте посмотрим, изменяется ли точность, если батарейки разряжены. Сейчас напряжение питания 4,5 вольта. Ну и я буду убавлять напряжение, посмотрим, изменится ли показание мультиметра. 4 вольта, 3,5, 3,2 вольта, уже появился значок батареи, то есть уже пора сменить батареи. Но давайте попробуем еще опуститься. 3 вольта ровно, 2,8 вольта. Все, 2,7 вольта, и уже показывает бат, все, уже не работает мультиметр. Интересно, если поднять напряжение, то он все равно, он уже заблокировался, все, меняй батарейки по-любому. Если отключить и снова включить, те же самые видим показания. Ну и как видно, точность данного мультиметра никак не зависит от уровня заряда батарей. Даже на разряженных батареях этот мультиметр все еще достаточно точно измеряет. Также видно, что даже когда появляется значок разряженных батарей, мультиметр не выключается сразу же, а вполне себе можно доработать целый рабочий день спокойно и потом вечером купить новые батареи. Ну что ж, видео получилось довольно длинным, потому что мультиметр имеет довольно много функций, а мне хотелось рассказать обо всех функциях этого мультиметра, хотя я мог о каких-нибудь функциях и забыть рассказать. Но так как видео получилось довольно длинным, аж целых 40 минут, разборка этого мультиметра и обзор внутреннего устройства будет уже в отдельном видео. Ну, а на этом у меня все. Как всегда, можете писать ваше мнение и пожелания в комментариях. Всем пока!